Бизнес-менеджер, бизнес-сьют, бизнес-портфолио. О чем говорят вам эти названия? Это все одно и то же, или же это абсолютно разные вещи? Что из этого нам нужно регистрировать для того, чтобы полноценно настроить рекламную кампанию? И какие доступы хочет от нас рекламное агентство? Что мы должны им дать для того, чтобы они могли полноценно настроить нам рекламную кампанию? Если вы используете Facebook для бизнеса, то вы наверняка задавались этими вопросами. Вас интересовало, что такое бизнес-менеджер, что такое бизнес-страница, что такое бизнес-портфолио, как это все создать, как это все воедино соединить, и что это вообще такое, зачем нужно одно, другое, какие доступы стоит давать агентству, какие не стоит и так далее. Давайте разбираться вместе. Меня зовут Алена Полюхович, и в этом видеоруководстве, которое создано больше для владельцев бизнеса, которые хотят привлечь самостоятельно клиентов с помощью рекламы или же хотят подготовить рекламный аккаунт для работы дальнейшей агентства с вашими рекламными кампаниями. И сегодня в этом видео мы с вами разберем все эти тонкости, что же такое бизнес-менеджер, что же такое бизнес-сьют и бизнес-портфолио, чем они вообще отличаются и какие от вас требуются действия для того, чтобы вы могли полноценно начать работать с рекламной кампанией Facebook. В целом, для запуска рекламы нам, конечно же, необходим рекламный аккаунт, который может быть личным или же который может находиться внутри бизнес-менеджера. Бизнес-портфолио – это внутренний кабинет Facebook. В первую очередь, вам, конечно же, не стоит путать вашу личную страницу Facebook и бизнес-страницу Facebook, которая нужна только исключительно для вашего бизнеса. Это и есть по факту бизнес-менеджер или же, как сейчас вы можете слышать, мета бизнес-сьют. Именно там мы раздаем необходимые нам доступы, именно там мы запускаем нашу рекламу. На одну страницу можно создать не более 2 бизнес-менеджеров, однако получать доступ вы можете гораздо большему количеству. Итак, мы сразу же с вами переходим к практике, как же нам попасть в бизнес-менеджер. Для начала вы заходите на свою личную страничку Facebook, нажимаете вот здесь и ищете вот здесь Ads Manager. Либо же вот здесь с правой стороны, там у нас 9 точек, меню, мы его открываем, вот здесь листаем, и также у нас мы видим Ads Manager. Нажимаем на него и попадаем куда нам надо. Либо же есть второй вариант. Вы переходите по ссылке, которую вы сейчас видите на своем экране, вставляете ее, и вы сразу попадаете туда, куда вам нужно. Бизнес-сьют вообще отлично подходит для вас, если вы планируете какие-то там публикации, вы ведете публикации в Инстаграме, в Фейсбуке, у вас одновременно существуют переписки как в Инстаграме, так и в Фейсбуке. То есть управление контентом на Фейсбуке и в Инстаграме идеально подходит как раз-таки из меты бизнес-сьют. Здесь вы можете сразу же, как вы видите, смотреть все ваши переписки. У вас здесь есть, видите, у вас здесь сразу и все сообщения, и мессенджер, Инстаграм, WhatsApp. Вы можете сразу просмотреть комментарии, которые вам оставили в Инстаграме или же в Фейсбуке. Сразу вот здесь у вас есть вкладочка «Контент», где вы можете посмотреть то, что вы уже опубликовали, что вы запланировали, ваши черновики. У вас есть в целом тут даже планировщик, то есть вы можете запланировать свою публикацию прямо здесь вообще, и вам не нужно напрягаться. То есть в этом плане, если вы активно ведете себе странички и в Фейсбуке, и в Инстаграме, то очень удобно видеть всю статистику, всю картину полностью, всю аналитику как раз-таки здесь. Также вы можете увидеть здесь такую кнопочку, которая называется «Реклама». Но эта кнопка идентична той самой кнопке в Инстаграме, которую вы видите, «Продвигать». Поэтому мы с вами здесь рекламу не настраиваем ни в коем случае. Здесь нам это не надо. Чтобы выйти из этого интерфейса, вам необходимо пролистнуть вниз, нажать на значочек справки и нажать «Перейти в бизнес-менеджер». На момент записи этого видео эта функция работает уже далеко не у всех.
Если у вас уже нет возможности перейти в бизнес-менеджер этим способом, нажав на справку, ничего страшного, бизнес-портфолио вы создать можете спокойно через Meta Business Suite. Ну и, собственно, нам необходимо создать бизнес-портфолио. Раньше он назывался бизнес-аккаунт. Это одно и то же. Мы нажимаем вот здесь на себя, и мы видим выпадающее меню, где мы можем нажать «Создать бизнес-портфолио». И мы здесь его заполняем. Очень важное уточнение: называйте бизнес-портфолио так, чтобы вам было понятно, и чтобы у вас потом в дальнейшем не было путаницы, что это бизнес-портфолио у вас, или это у вас другая какая-то страница. Вы можете, например, добавить просто БП и будете понимать, что это бизнес-портфолио. После того, как вы нажмете «Готово», вас снова перекинет в Meta Business Suite. Однако теперь у вас вот здесь будет уже бизнес-портфолио, который вы создали, и вы его, собственно, выбираете, и вы можете нажать просто на настройки вот здесь и попадаете в нужное вам поле, которое вам необходимо заполнять. И давайте с вами пройдемся по этому интерфейсу, что же нам здесь необходимо и важно заполнять. Изначально пользователи, люди. А в людях мы добавляем, собственно, тех людей, которые нам необходимы. А по умолчанию у нас здесь тот профиль, который мы создавали. Активный, вот здесь вы можете увидеть пометочку, или же тут будет неактивный. Активный — это означает, пользователь заходил не так давно в рекламный кабинет. Неактивный пользователь, соответственно, давно не заходил в рекламный кабинет. Однако доступы у него все так же есть. Поэтому не думайте, что если вы видите вот здесь вот пометочку неактивный, то вы удалили человека, забрали у него доступ, и он не может зайти в рекламный кабинет. Если мы хотим с вами добавить нам необходимых людей, то мы нажимаем на кнопочку «Пригласить людей», добавляем электронный адрес, а они уже, собственно, через свои Facebook-аккаунты дальше переходят. Очень важно здесь не нажимать ни в коем случае вот этот вот тумблер «Доступ к MetaSpark». Почему? MetaSpark — это виртуальная вселенная от компании Meta. И если вы нажмете на вот этот вот тумблер «Доступ к MetaSpark», то доступ придет только на MetaSpark. И больше вы ничего в бизнес-менеджере сделать не сможете. Вам придется просто начать отзывать этот доступ. Поэтому ни в коем случае не нажимайте этот тумблер. Временный доступ — это если вам необходимо дать доступ гостевой, скажем, людям, которые должны зайти, что-то сделать, да, и выйти. И можете вот здесь даже выбрать дату окончания доступа у этого человека. Второй очень важный момент — это страницы. Нам очень важно, чтобы у нас здесь были добавлены все наши страницы. Есть 3 способа добавления этих страниц. Во-первых, если на нашем личном аккаунте Facebook мы создавали бизнес-страницу компании, то мы ее просто добавляем через «Добавить существующую страницу Facebook». Мы вводим название страницы или же URL и выбираем ее. Если эта страница кому-то принадлежит, и вы хотите запросить ее в свое бизнес-портфолио, вы выбираете второй вариант — запросить совместный доступ к странице Facebook. Но, скорее всего, в вашем случае это делать не надо, потому что вы и есть владелец. Если же у вас нет бизнес-страницы, тогда вы выбираете опцию «Создать страницу Facebook». Например, если вы использовали там, скажем, профиль свой на своем сайте вместо бизнес-страницы, у вас, например, была страница профиля, к которому можно было подключаться в друзья, то это не бизнес-страница, и на нее абсолютно никак нельзя вести рекламу. Вам нужно именно создать бизнес-страницу Facebook, и вы можете это сделать вот здесь. Вы нажимаете «Создать», делаете название страниц, там, я не знаю, PPC, я называю. Выбираем категорию, например, маркетинг. Вот у нас тут выпадающее меню сразу предлагает нам выбрать. Можно выбрать не более 3 категорий. Выбираем то, что нам подходит, как лучше всего характеризуется наша страница. Биография, как мы видим, не обязательно ее заполнять, вы всегда можете это заполнить и после. После этого нажимаем «Продолжить». Страница будет добавлена в бизнес-портфолио Алены.
нажимаете «Я принимаю пользовательское соглашение» и нажимаете «Создать страницу». Далее у нас есть рекламные аккаунты. По умолчанию у вас, скорее всего, есть рекламный аккаунт, но мы не рекомендуем использовать личный рекламный аккаунт. Все-таки лучше создать собственный. Значит, мы нажимаем на «Добавить» и нажимаем «Создать новый рекламный аккаунт». И самое важное здесь это выбрать часовой пояс и валюту, потому что от этого будет зависеть, что у вас будет по отчете по рекламе, время и так далее. Мы используем, как будет использоваться этот рекламный аккаунт, то есть это моя компания, потому что вы сами как владелец ее себе создаете. И нажимаете «Принять», «Продолжить», поставите галочки и нажимаете «Создать рекламный аккаунт». Аккаунты Instagram. По умолчанию у многих аккаунты Instagram не являются бизнес-аккаунтами. Их необходимо перевести на бизнес-аккаунт и подвязать к бизнес-странице вашей Facebook. Вы можете это сделать через телефон в настройках или же через компьютер. Тогда вам необходимо открыть страницу, которую вы создали. Для этого мы выбираем страницы и выбираем «Смотреть на Facebook». Ура! Начать. Заходим с вами в настройки, и нам нужно будет в настройках переключиться на профиль. Мы переходим с вами в настройки, и вот здесь листаем вниз, и мы находим с вами связанные аккаунты. Вот здесь они у нас. И здесь мы с вами можем как раз-таки подключить Instagram, можем подключить WhatsApp и все, что нам нужно. А нам будет предложено подключить аккаунт. Нам нужно будет нажать «Подключить». Здесь вы разрешаете доступ к сообщениям из Instagram в разделе «Входящие». И вам нужно будет просто подтвердить. Вам откроется окошко Инстаграма, и вам необходимо будет в свой этот Инстаграм-аккаунт, который вы сейчас хотите, собственно, связать, просто войти по логину и паролю, который вы используете в Инстаграме. Вот если я, например, выберу другой сейчас аккаунт, да, то мы здесь увидим, на этом аккаунте у меня уже Инстаграм связан. И вот, кстати, очень важно, если вы, например, по каким-то причинам потеряли доступ к своей страничке в Инстаграм, да, не можете зайти, или у вас ошибочно здесь привязан совершенно ненужный вам Инстаграм-аккаунт, то именно в этом поле вы можете его отсоединить только здесь, перейдя на свою страничку, связанные аккаунты, и смотрите подключенный ваш аккаунт, и если у вас случайно не тот подключенный аккаунт Instagram, можете его отсоединить. Дальше возвращаемся с вами в Meta Business Suite. В аккаунты Instagram нужно здесь добавить ручками дополнительно. Связать их просто недостаточно. Вы просто нажимаете «Добавить». И также здесь можно добавить бизнес-аккаунт WhatsApp. Именно он отличается от обычного WhatsApp-аккаунта, который вы используете в личных целях. Он имеет больше функционала и позволяет добавлять других людей для управления. Поэтому, если вы используете WhatsApp именно для бизнеса, то вам, конечно, выгодно и сюда его тоже подвязать. Каталоги, источники данных. Если вы, например, интернет-магазин, то это поле для вас также обязательно для заполнения. По умолчанию у вас нет каталога, и, соответственно, оно предлагает вам его создать. Мы с вами нажимаем «Создать каталог». Конечно, можно запросить доступ к каталогу, но мы представляем, что вы делаете все с нуля, и вам нужно создать каталог. Нажимаем «Продолжить». И нам откроется вот такое поле. Здесь мы разворачиваем еще параметры и смотрим, вот что у нас здесь, собственно, есть. У нас здесь есть товары онлайн, местные товары или услуги, путешествия, недвижимость, авто. А вам необходимо выбрать категорию вашего товара, что вы, собственно, продаете. Скорее всего, у вас интернет-магазин, и вы выбираем товары онлайн. Дальше мы с вами можем подключиться к партнерской программе
Это если у вас товары, например, есть там с Shopify связаны и так далее. Вот здесь их целый выпадающий список. Вы вставляете свой сайт и нажимаете «Продолжить на Shopify». Пока мы на этом не остановимся, пока мы выбрали товар онлайн, просто ничего больше не нажимаем и нажимаем «Далее». И нам открывается вот такой вот новый каталог, где нам предлагает подключиться к отслеживанию событий. Если вы продаете товары онлайн, то вы подключаете пиксель, если он у вас есть. Если же у вас его нет, тогда вам необходимо будет его создать и добавить через Events Manager. Вы выбираете себе, что у вас, где у вас будет регистрироваться полезное событие на сайте, в приложении, офлайн, CRM или же обмен сообщениями. Если у вас интернет-магазин, то, скорее всего, вы будете использовать первый вариант, это интернет. А если же у вас какая-то игра или там приложение, да, то мы тогда используем, соответственно, приложение. А если же там, условно говоря, у вас просто человек что-то там делает, оказывает какую-то услугу, например, там маникюр или парикмахерский салон, и он просто фиксирует каждого человека, которому он оказал услугу, то тогда мы выбираем с вами офлайн. Если же у вас сложная система заявок со всех каналов, и вы их принимаете, и нужно отслеживать их все, откуда что пришло, тогда вы выбираете CRM. Ну, а если же у вас просто, например, вы ведете свой бизнес просто в Инстаграме, у вас страничка, да, там магазин в Инстаграме, и тогда мы, конечно, выбираем с вами просто обмен сообщениями. Пиксель у нас теперь в себя все это интегрировал. Раньше у нас были только 2 пункта, которые умел делать Facebook Pixel. Это вот фиксировать на сайте что-то или же в приложении. Офлайн был отдельно, а CRM-систему вообще не было возможности подключить. Ну и обмен сообщениями тоже был сам по себе, а сейчас это все соединили в одном месте. После того, как мы с вами создали каталог товаров, нам необходимо добавить пиксель или SDK и, собственно, загрузить наши товары. Когда мы нажимаем сюда «Добавить источник данных», у нас здесь нам необходимо выбрать, каким же образом мы будем добавлять товары. Вручную, с помощью фида, или через партнерскую платформу, или же с помощью пикселя. Можно вытягивать через специальный Excel фид, который генерируется точно так же, как мы генерируем фид для того, чтобы создавать рекламную кампанию в Google Ads. То есть фид — это специальная такая табличка, которая находится на сервере хостинге сайта, где хранится вся информация о товаре, о его наличии, стоимости, фотография товара там. На сервере создается специальный файл-табличка, который понимает как Google Ads, так и Merchant, так и Facebook. У каждого из них, конечно, есть свои требования по названию табличек и колонок, но суть в целом одна и та же, в целом они похожи. Значит, наша задача, если мы выбираем фид, это создать табличку со списком товаров, с наличием, с актуальной ценой и отправить ее на сервера Facebook. Можно написать скрипт, специальный код, который будет обновлять в определенное время фид. То есть каждые сутки, раз в сутки. И он всегда будет актуальный. Потому что вчерашний фид, он не будет актуальным фидом на сегодня. Когда мы загружаем фид, мы с вами выбираем, как часто нам его обновлять. Ну, допустим, мы выбираем, чтобы обновление происходило каждый раз в 5 утра. Тогда мы программистам говорим, чтобы они, в свою очередь, настроили обновление фида где-то в 3 утра, чтобы с 3 до 4 утра у вас получалась полностью актуальная информация, и в 5 утра, когда будет стягивать Facebook данные, он сразу обновит все правильно. Если вы собираетесь рекламировать всего лишь 2 товара, то, конечно, вы можете выбрать функцию «Заполнить форму вручную». Если ваш магазин находится на известной партнерской платформе типа WordPress, OpenCart, Shopify, то тогда для вас есть интеграция. Мы выбираем партнерская платформа, нажимаем «Далее» и, собственно, выбираем ту, с которой мы работаем, и для каждой будет своя инструкция. Например, я выбрала Shopify, вам предложит перейти туда, и вот вам предложит установить специальное приложение, и дальше
соответственно инструкциям вы просто настраиваете. И у нас с вами есть пиксель, который не рекомендую использовать, если у вас на сайте есть какие-то проблемы. Если у вас там просто прописана плохо микроразметка и есть какие-то еще другие проблемы на сайте, то тогда у вас вот этот способ будет работать очень плохо. У вас элементарно в товары будут залетать те товары, которые бы вы вообще не хотели, чтобы там показывались. Так что учтите этот момент. Что касается пикселя, мы его видим в источнике данных, но он переехал в наборы данных. Вот оно вам даже предлагает перейти именно в наборы данных. Мы можем добавить новый пиксель, например. Нажимаем «Создать». И можем его настроить через Event Manager. Для этого мы выбираем наш пиксель, нажимаем на 3 точки и нажимаем «Открыть в Event Manager». Самый классический вариант настройки пикселя — это настройка вручную. Нажимаем «Настроить пиксель» и «Установить код вручную». Нам вот показан код, который мы с вами копируем. И после этого мы с вами заходим в Google Manager тегов, переходим в Google Manager тегов в теги. Нам необходимо будет создать новый тег. В конфигурации тегов мы выбираем пользовательский HTML. Сюда вставляем наш код скопированный, а в триггерах выбираем All Pages. Нажимаем «Сохранить» и отправляем данные. На этом для вас бизнес-портфолио готово, и вы можете им смело делиться. Для этого вам необходимо вернуться, выбрать партнеры. И здесь у нас есть 2 варианта. Вы можете попросить партнера назначить вам объект, либо предоставить партнеру доступ к вашим объектам. Второй вариант — это так делают в основном агентства, просят партнера назначить объекты. В вашем же случае вам необходимо будет предоставить доступ к вашим объектам. Агентство вам выдает свое ID, которое вы, заходя в партнеры через функцию «Добавить», сюда вставляете и нажимаете «Далее». И вот вам открывается следующее поле назначения объектов и разрешений. И здесь вы выбираете, чем же поделиться. 100% это реклама и статистика, возможно, контент. Тут зависит от того, будут ли это рекламное агентство вести у вас постинг на странице или же нет. Доход, не знаю, сколько вам нужно, чтобы агентство видело его. Сообщения и звонки, скорее всего, вы будете вести сами напрямую общение с клиентом, поэтому, скорее всего, вам не понадобится давать к этому доступ. После того, как здесь вы все сделали, вы выбираете наборы данных, у вас здесь это пиксель, и вы выбираете частичный доступ или же полный контроль. Скорее всего, вы будете давать частичный доступ, чтобы у агентства не было доступа ко всем вашим набором данных, чтобы они не могли там удалять и создавать. Если же необходимо не просто просматривать какие-то данные аналитики, а необходимо, чтобы агентство полностью вам создавало события, настраивало доступ к пользователям, создавало аудиторию, тогда вы даете полный контроль. После того, как вы выбрали галочками, что вы хотите дать, какие разрешения, вы нажимаете «Назначить объекты». Если вы, например, дали какие-то доступы изначально там только рекламу и статистику, а потом в дальнейшем вы решили, что еще и контент нужно дать к ним доступ, потому что они будут постить на вашей страничке, вы всегда можете вернуться в пользователи, в партнеры, выбрать «Добавить разрешение» и добавить или же убрать нужные или ненужные вам галочки. Это все, что вам, как владельцу бизнеса, нужно знать про бизнес-портфолио и все доступы, все, что вам нужно. Конечно, здесь гораздо больше всякого функционала, но если вы, например, владелец интернет-магазина, хотите вести рекламу в Фейсбуке и Инстаграме, то вам необходимо создать бизнес-портфолио, создать каталог и дать доступ вашему рекламному агентству, если вы хотите работать именно с рекламным агентством. И этого вполне достаточно для того, чтобы начать делать рекламу
рекламу и делать ее правильно. Если вам была эта полезная информация, то обязательно поставьте лайк. Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно пишите и задавайте их в комментариях, я постараюсь на все их ответить. Ну а в следующем ролике, если вам это будет интересно, дайте мне, пожалуйста, знать, дайте обратную связь в комментариях. Я расскажу вам о том, какая же бывает сейчас актуальная реклама в Фейсбуке и Инстаграме, потому что она постоянно меняется. Какую конкретно тип рекламы вам стоит выбрать для вашего именно типа бизнеса и как ее легко и просто настроить. Так что, если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. Не забывайте делиться этим роликом, ставить лайк, подписываться на наш канал. И до новых встреч и удачных вам продаж!